меня подготовлены вопросы, Джулиан, для вас. And now I have a few questions for you, Juliann. Наша аудитория в основном это женщины. И Predominantly we have a female audience. знаю, что вы обладаете невероятным талантом и даром свыше. And I know that you have quite a talent and God-given talents. Но сегодня я хочу задать обычные вопросы, которые интересны большинству женщин. But today I would like to ask you just simple questions which are of interest to majority of the women. Первый вопрос. Как вы совмещаете вот этот ваш дар, ваш талант с обычными повседневными делами? The first question, how do you live your daily life and how do you coincide it with your those talents and highly spiritual approach? Okay, so Pragit and I work very full-time, so we're very often on the computer organizing events, doing interviews like this. И мы с Прагитом работаем как бы полный рабочий день. Мы часто находимся за компьютером, организовывая наши следующие ивенты и проводим интервью вот подобного рода. And I think more and more, a lot of us feel like life is just coming at us, like there's so much to do every day. И все больше и больше иногда возникает чувство, что жизнь просто как бы накатывается на нас. Так много вещей, которые надо сделать в течение дня. So for me, what I like to do is, like when we're working, I'm just totally with the work that we're doing. Для меня, например, когда я работаю, я целиком погружаюсь в ту работу, которую я делаю. But then when I need to rejuvenate, I like to go out into nature. Но для себя, когда мне надо восстановиться, вернуться к себе, условно говоря, я люблю уходить на природу. And with these Stargate energies, or with the essence of life, which is another energy that I teach about self-healing and self-love. И с этими энергиями Звездных Врат, с энергиями, о которых я рассказываю, энергиями самоисцеления, любви к себе. It's about creating the space to step into that timelessness that I was talking about before, where all the stress can dissolve. Это создание и вход в то безвременное пространство, которое я упоминал раньше, где весь стресс, он словно растворяется, уходит с вас. So for me, I really like to create that balance where I can feel like I can totally relax. И для меня, я очень люблю создавать это ощущение баланса, в котором могу полностью расслабиться. Yeah, Pragit is like a man with a mission. He just wants to share the Stargate with as many people as possible. А Прагит, у него, он человек своей миссии, то есть он любит делиться своей работой, звездными вратами с тем количеством людей, которых может достигнуть. I really savor those moments when I get to connect with myself and have fun. А для меня, я люблю те моменты, когда могу соединиться с самой собой и получать от этого радость. So that's my answer. Вот мой ответ. Спасибо. Следующий вопрос. Thank you. The next question. Итак, вопрос такой. Джулианн, вы выглядите очень молодой, и ощущение, что от вас вот с экрана идет свет. Вот когда смотришь. Juliann, you look so young, and also it feels like you're radiating some light when talking to you. Поэтому любая женщина заинтересуется вопросом, как выглядеть такой же молодой и светящийся, как вы. Это зависит от возраста или секрет в чем-то другом? So any woman who would see you probably will ask herself a question: how can I look as young and radiant as you are? Is the secret in your age, or is it something else? Okay, well, full disclosure, I am actually kind of young-ish. I'm 29. И уж рассказываю всю правду, я довольно молодая еще, мне 29. So I was actually born the same year in 1989 that Pragit brought the Stargate through.
И я родилась в том году, когда Прагит строил «Звездные Врата». In terms of that light and that glow, Но относительно вот этого света и вот этого свечения, every single woman and man who's listening to this, you have an inner light. каждый человек, который слушает наше интервью, они должны это знать, мужчина, женщина, что у вас есть ваш внутренний свет. Alcazar actually says that our energy field is made up of the light of our super consciousness as it brings our consciousness into the body, and it actually entangles into every cell of DNA. Альказар говорит, что наш внутренний свет– это наше сверхсознание, которое привносит наше сознание в наше тело, и там оно проводит его через наше ДНК и каждую клетку нашего тела. So with the Stargate work and with the Essence of Life work, that what I've seen happen many, many times is people start to reconnect to this like eternal space within them, and it melts away so much tension. И работая со звездными вратами и работая вот с этой энергией сути жизни, с которой я работаю, я замечал, что многие люди погружаются в это свое внутреннее пространство и воссоединяются с этим внутренним светом, и это растворяет, смывает с них так много стресса и напряжения. And I remember actually when I was in college, I was studying Qigong, and the Qigong masters would say, the more time that you can spend in joy, in gratitude, or simply with your focus centered, like meditation, the more youthful you'll be. И когда я в колледже занималась цигуном, я помню, как мастера цигун говорили, что чем больше времени ты проводишь в состоянии радости, концентрации и самосозерцания, тем более молодо ты будешь выглядеть. And then what's really cool about that is now Alcazar has started to bring through this youthing program, and it's actually designed to help us reverse the clock on a cellular level. И что еще удивительно и замечательно, что Альказар не так давно начал проводить для нас программы энергии, которые позволяют проводить процессы омоложения и поворачивать вспять наши часы, условно говоря. So one of the energy transmissions, the focus is actually on lengthening the telomeres, which protect your DNA, and they're a marker of how young you are. И одна из этих передач была посвящена тому, как удлинить наши теломерные окончания наших хромосом. То есть это те маркеры, которые определяют наш возраст. And somebody won a Nobel Prize actually recently for discovering that there's actually an enzyme called telomerase that can lengthen and reverse the clock. И недавно кто-то даже получил Нобелевскую премию, потому что они открыли этот энзим теломеразу, который позволяет удлинять окончания вот эти вот хромосом и как бы повернуть вспять наши биологические часы. And what they've found is some of the things that really boost the amount of telomerase in the body are love, gratitude, and also feeling like you have a purpose, like you have a service. И то, что они обнаружили, что один из мощных факторов, повышающий уровень теломеразы в нашем организме, это ощущение любви, ощущение чувства благодарности и ощущение и чувство, что у вас есть предназначение, цель жизни. And the other really big factor is meditation and having a way to dissolve stress. И другой очень большой фактор, который способствует этим процессам омоложения, это правильная медитация и возможность выводить, убирать стресс. So I do think there's a connection between being in these energies that make you feel really good and they make you feel like you're immersed in this light energy field and like the cells radiating light. И я чувствую, есть очень большая связь между этими процессами, когда вы находитесь в этих энергиях, вы прекрасно себя в них чувствуете, и тем ощущением, которое в результате этого возникает, когда ваши клетки начинают буквально излучать свет. And this is something that's accessible
for everyone. We all have this light, and we can learn how to pull it more into this physical reality. И это доступно всем из нас, потому что у нас у всех есть доступ к тому процессу, который позволяет нам привлечь к себе еще больше нашего внутреннего света в нашу реальность. And the big way Alcazar likes to work also is teaching people, like, how do you let go of what's blocking you from actually falling in love with your life? И также еще важным элементом того, что Альказар предлагает нам, это то, как преодолевать те блоки, которые мешают нам влюбиться в нашу жизнь. Thank you. Спасибо. Джулианн, благодарю за очередной интересный ответ. И у меня к вам последний вопрос. Thank you for absolutely wonderful answer, and I have the last question for you. Вы работаете вместе с Прагитом уже несколько лет. You're working with Pragit already for several years. Во время выступлений вы удивительно гармонично смотритесь, и ощущение, что вы вместе уже не одну человеческую жизнь. During your performances, you look very harmonious together, and it looks like you know each other for several lifetimes. Не секрет, что отношения зависят именно от женщин, и неважно, какие это отношения, личные или по работе. And it's not a secret that the relationship, the quality of the relationship, depends on woman. Is it like personal relationship or the business relationship? В связи с этим такой вопрос. So regarding that, the following question. Насколько вам легко работать с Прагитом? Вот иногда хотя бы случаются какие-то рабочие разногласия, или всегда все абсолютно идеально? How easy is it for you to work with Pragit? Like, is everything is just like, so to speak, a cakewalk, or you have your own differences sometimes? Good question. Хороший вопрос. And I'm glad you asked me and not Pragit. И я рада, что вы спросили меня, не Прагита. So Pragit and I have a great love between us. И есть великая любовь между мной и Прагитом. And we have known each other in past lives. И мы знали друг друга в прошлых жизнях. So Pragit and I have this like very, very close connection where we feel like we can tell each other anything. И у нас есть очень близкие отношения, когда мы чувствуем, что мы можем поделиться друг с другом всем. So it's kind of like this intimacy that creates the harmony. Это словно вот этот уровень интимности, который создает гармонию. But we also, because we're so close, we can be very, like, when we disagree about something, it's like sparks fly. Но так как мы так близки, также, когда мы не соглашаемся по поводу чего-то, то искры разлетаются буквально. So sparks fly in both directions. We have this amazing, beautiful, like, intimacy and connection and closeness. И да, у нас могут быть очень близкие такие моменты, очень тесные. There's the love sparks. Искры любви. And then there's also the, like, total, like, you know, we have disagreements. We totally fight with, like, all our passion. Но когда моменты несогласия приходят, то мы с той же страстью и обрушиваемся друг на друга. But it's beautiful because we're not holding ourselves back. Но это прекрасно, потому что мы ничего не удерживаем, не утаиваем друг от друга. So we actually work together and travel together, and we're with each other almost all the time. Мы работаем вместе, мы путешествуем вместе, мы практически большинство времени проводим вместе. So actually, it's quite amazing how much of the time it is very harmonious. И это удивительно, сколько из этого времени мы проводим в состоянии гармонии. Yeah. I just have to say that when we do fight, it's very loving and respectful. Но я бы еще хотел добавить, что когда да, мы вот не соглашаемся и спорим о чем-то, это делается тоже в состоянии любви и взаимного уважения. That's true. И это правда. Это правда. We really listen to each other. И мы слышим друг друга при этом. That's true. Это правда. We have fun with it too. И это весело бывает для нас. Because we're both in astrology, we're both Tauruses, so we're both the bull.
И по нашим астрологическим знакам мы оба принадлежим к созвездию Тельца, мы быки. Yeah. Да. Джулианн, Прагит, благодарю вас за вот это интервью. И мы с нашими зрителями, с нашими слушателями встретимся в следующем интервью. And Julian and Pragit, I'm grateful for your interview, and hopefully we'll meet with our listeners and you in our next interview session. Great, we really appreciate it. Thank you so much. И мы ценим это все, и спасибо вам большое. Yeah, thank you for creating this opportunity for us to connect with your audience and to share a little bit of personal stuff about our lives. И спасибо вам за возможность узнать вашу аудиторию и поделиться немного нашей личной жизнью.